12 гигабайт оперативной памяти, 108-мегапиксельная камера, максимально защищенный смартфон по всем категориям и IP68, и MIL STD, и аккумулятор на 10 тысяч мАч. Помимо этого еще и камера ночного видения на 24 мегапикселя. Для защищенки он и правда ультратонкий, 14,9 мм, мощный процессор, и обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к противоударному смартфону 3i F150B2 Pro. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке из плотного картона, на ней есть название модели, а также ее краткие характеристики. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем краткое руководство пользователя, блок питания на 30 Вт с разъемом Type-C, далее есть плетеный кабель для зарядки с Type-C на Type-C, сам противоударный смартфон и защитное стекло. Защитной пленки нету. Установлен здесь гибридный слот под 2 нано-сим-карты или одну нано-сим-карту и одну карту памяти до 2 терабайт. Габариты устройства 176 на 82 на 18 мм, а вес целых 355 граммов. Хотя мы встречали и по полкило такие штуковины, помните? Напоминаю, что ежедневно выгружаю обзоры здесь, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Кстати, обзоры иногда и 2 раза в день, и еще и на лайв-канале. На него тоже не забудьте подписаться. Постоянный розыгрыш здесь 5 ми-бендов 8 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте, что 11.11 еще мы Honor Magic 5 Ultimate разыгрываем на канале. Перейдем же к защищенному смартфону. Полетели. Приобрести данную модель можно в камуфляжной черной расцветке, а также в камуфляжной оранжевой расцветке. Дизайн смартфона интересный, выглядит смарт своеобразно. Корпус устройства выполнен из металла и прочного пластика, а с фронтальной части экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Стандартно для защищенных смартфонов в данной модели экран слегка утоплен и усилены углы. Смартфон не легкий, но и не самый тяжелый из противоударных смартов, которые я тестировал. Притом в руке данная модель лежит комфортно. Плюс есть еще и ушко для шнурка. На корпусе расположили разъем для зарядки Type-C с OTG версии 2.0, без заглушки, что удобно, кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, программируемую клавишу с 3 видами нажатий. В настройках ко всему можно еще переназначить команды для нажатий. Мини-джека нет, как и нет ИК-порта. Далее есть микрофон, один основной динамик и один разговорный. Звучание здесь моно, что, разумеется, FL, но ожидаемый. Качество звука, как для моно, неплохое. Вибромотор слабенький и не настраиваемый. Светового индикатора, к сожалению, нет. Bluetooth-чип установлен в версии 5.2. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,8 дюйма с разрешением в 2460 на 1080 пикселей Full HD+. Рамки, как и подбородок, небольшие, за что плюс, как и за то, что вырез под фронтальную камеру не каплевидный. Плотность пикселей 395 ppi, что хорошо. При измерении яркости экран выдает 380 люксов, при прямом попадании света на экран яркости не хватает, и в солнечный день пользоваться смартфоном затруднительно. Но можно. Автояркость отрабатывает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц, также на выбор есть автоматический режим 90 и 60 Гц. Мультитач на борту, и экран спокойным образом откликается на все 10 касаний, в отличие от новых айфонов, которые только 5 поддерживают, мы же это помним. Тест на частоту дискретизации касания показал не совсем мрачный результат, лучше, чем я ожидал. Также на борту есть различные вспомогательные функции, разделение экрана, умный ответ на вызов, подводный режим для фото и видеосъемки, хотя согласитесь, что оно будет такого себе качества, сумка с инструментами и не только. FM-радио работает только с наушниками, к сожалению, пока еще не сделали они, чтобы без наушников работало тоже. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки распознаванием лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, как и распознавание лиц. Завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но это сделать сложно. Завести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор здесь MediaTek Helio G99 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,2 ГГц, графический процессор ARM Mali G57MC2, интерфейс Android 13, русский язык на борту. Система работает не лучшим образом, так как некоторые приложения реально часто зависали, а в интерфейсе встречались подлагивания. Оперативная память LPDDR4X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей отсутствует, а для 4G 7 и 20 бенд на борту. Связь смартфон ловит отлично, проблем с датчиком приближения не было, как и с микрофоном. NFC-модуль в наличии, MirPay встает без проблем. GPS-тест в городских условиях показывает точность 1,2 метра. Далее, емкость аккумулятора 10 тысяч мАч, полный цикл зарядки от родного адаптера питания на 30 Вт от 0 до сотки занимает не меньше 3 часов. Как Powerbank пользоваться B2 Pro можно, но не так эффективно, как если заряжать какие-нибудь устройства от полноценного Powerbank.
Powerbank. Результат прогонки смарта на автономность PC-марки вы видите на экране. Тест я проводил на 100% яркости и 120 Гц экрана. Результат стандартный и хороший. Поедает за 1 час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi 5%, и это очень много, что удивительно. А вот за час игры в PUBG Mobile улетает стандартно 13%. Играть возможно, но комфорта, разумеется, мало, и только на минималках. В Genshin Impact смартфон сильно не подвисал, но микрофризы встречались, конечно, с допустимыми самыми низкими настройками графики. Но играть можно. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит стабильно. 193 гипса минимум, 209 гипсов в среднем и 214 гипсов максимум. Тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах, в Geekbench 6 в синглкоре 730, в мультикоре 2008. 3D Mark показал Wildlife Stress Test 1247, Wildlife 1247, Wildlife Extreme Stress Test 350 и Wildlife Extreme 349. Остальные тесты Smart не проходят. Вантуту выдал результат в 418 тысяч попугаев, потратив 2% заряда. Storage тест показал отличные цифры для этого типа памяти 48 тысяч. 30-минутный стресс-тест прошел неплохо. Летим дальше. B2 Pro имеет степень защиты IP68, IP69K и MIL STD 810. Изначально я протестировал его на водонепроницаемость, и что неудивительно, вода на него никак не повлияла. Конечно, не советую испытывать его на перепады температур или купать в соленой воде, хоть и производитель заявляет о том, что данную модель не только они тестируют в разных условиях. Но мы понимаем, что, во-первых, внешность пострадает, если будете его слишком мучить, а во-вторых, скорее всего, разбить можно что угодно. Также я пару раз бросил его на асфальт с высоты около метра, корпус получил лишь незначительные царапины, ничего не треснуло. Плюс разбилось защитное стекло, но основное стекло никак не пострадало. Летим дальше. В тыльной части расположили основной сенсор Samsung на 108 мегапикселей, сенсор на 24 мегапикселя с датчиком для ночного видения и дополнительный сенсор. Запись видео с основного сенсора доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Также есть 3 LED-вспышки, фронтальный сенсор на 32 мегапикселя с максимальным разрешением 1080p 30 fps. В стоке достаточное количество различных режимов, вспомогательных функций. Качество фотографий неплохое, к слову. Основной сенсор в плане видео показал себя не лучшим образом. Конечно, что-то снять можно, но многого от данного сенсора ожидать не стоит. По большей части нормально получится только фотографии, желательно днем. Режим ночного видения стандартный и ничем не примечательный, как и у других. Пример фото сейчас видите, как и остальные примеры. Далее, минусы — это плохой процессор, который они пихают во все возможные модели. У них, наверное, остатки их просто, или наоборот им доплачивают, чтобы они их туда запихивали. ПО работает некорректно, что странно, так как прошлая модель от этой компании, которую я тестировал, работала куда лучше. Нет светового индикатора, нет мини-джека, монозвука и радио только с наушниками. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Помним, что 11.11 у нас начинается распродажа. Уже в телеграм-канале море предложений. Скинуто, что будет там 13 Pro по 50 с лишним, ниже 50 Xiaomi 13 глобалка. И еще много всего веселого, если так и будет. А так, скорее всего, будет за счет того, что курс на Али станет реальным, а не как у них сейчас плюс 7 рублей или плюс 10 рублей к курсу. Вот и получим мы свои скидки в 15-20%. Так что не забудьте подписаться, закинуть в корзинке все, что вам надо. И цену на это устройство, разумеется, в перспективе можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если вы смотрите после 11 ноября, то брать, разумеется, только во время распродаж. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. 11 ноября у нас стрим. Будем обсуждать, что можно купить. Расскажу, что я еще приобрету. У меня список большой, но не факт, что на все хватит денег. Резюмирую. Смартфон III F150B2 Pro, как по мне, еще один противоударный смартфон от этой компании в новом корпусе, но с таким же железом, как, к примеру, в модели V2 Ultra. Преимущества перед другими моделями я не обнаружил, так что советовать на 100% B2 Pro я не могу. Если у вас есть уже защищенка, то этот вам точно не нужен. Если нету, то можете рассмотреть его. От меня девайсу максимальное скромное да и только во время распродаж. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромнейшее спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.